А вы знали, что во время неверной разминки перед тренировкой можно даже травмироваться? И вообще есть мнение и исследования, что разминка только тратит время и силы перед тренировкой. Так может и правда, не имеет смысла делать эту разминку. А если делать, то как правильно и зачем? Давайте разбираться. И я покажу готовый комплекс упражнений, разные мнения атлетов и научные исследования за и против разминки. Это канал Владарович, и я уже 10 лет занимаюсь силовой калистеникой. Простыми словами, разминка нужна, во-первых, чтобы переключить мозг и тело на предстоящую работу на тренировке. После учебы, работы и просто активного дня. Разминка помогает плавно, ключевое слово, подготовить все системы организма. Слегка поднимает температуру мышц, разогревает их, а это увеличивает их продуктивность. По научным исследованиям, разогретые мышцы хотя бы на 1 градус увеличивают работоспособность мышц до 5%. Потому что разогрев мышц помогает им стать более гибкими и легче выдерживать пиковые нагрузки в крайних точках амплитуды. Разминка — это как репетиция перед тренировкой. В спортзалах я наблюдаю, как многие проводят разминку 2-3 минуты, помахав руками и общаясь с кем-то параллельно. Согласитесь, когда мы что-то не хотим делать, то не придаем этому значения. Это просто потому, что мы не понимаем, да зачем нам это нужно. Кроме разогрева мышц, даже более важно поработать и над опорно-двигательным аппаратом. Примеры покажу дальше. То есть наиболее уязвимые суставы во время силовых тренировок или на выносливость — это будут плечи, локти, кисти, тазобедренный сустав, колени и голеностоп. При разминке к суставу приливает нужный объем синовиальной жидкости для лучшей смазки и работы сустава. Когда вы слышите, что нужно погонять кровь в мышцах, стоит понимать, что объем крови в организме ограничен, и она постоянно перетекает в большей или в меньшей степени по всему телу, к нужной в данный момент мышце и суставу. В этом-то и фишка. Например, если мы тренируем ноги, то, соответственно, для специализированной разминки подойдут приседания без веса в легкой манере или же беговая дорожка, чтобы нагнать кровь к мышцам именно ног, а не по всему телу. И если собираетесь подтягиваться, тренировать верх, то нет особого смысла в короткой пробежке. Нужно разогревать больше верх тела. А что говорят научные исследования? В чем смысл и полезна ли разминка для более эффективной тренировки и профилактики травм? В последние годы появились исследования 2019, после которых можно начать сомневаться в связи разминки и меньших травм. Проводили исследования в самых травмоопасных и контактных видах спорта, например, борьба и хоккей. Одна группа людей делали специализированную разминку на рабочие мышцы, суставы и так далее, как я описывал выше. Другая группа просто делали общий легкий разогрев без специализированных движений. Затем, во время силовых контактов и различных травм у спортсменов из обеих групп, они не показали связь с комплексами разминки. С другой стороны, через год, в 2020-м, ученые проверили влияние разминки у футболистов на минимизацию травм. И они пришли к выводу, что те, кто делал специализированные комплексы разминки, меньше получали повреждения или их тяжесть. Исследования 2018-2012 годов показывали, что разминка и вправду помогает улучшить силовые показатели на тренировке, ускорить обмен веществ и в целом продуктивность в нужных движениях. Например, сделать больше количества или с большим весом. Были примеры влияния разминки ног и увеличения длины прыжка. И оказалось, дело не в разогретых мышцах, а в более активной нервной системе, как раз после разминки. Ссылки на все эти научные работы я оставлю в описании к видео. А что насчет реальных примеров известных атлетов, блогеров, кто делает разминку, а кто нет? Давайте разберем. К слову, напомню, что мой стаж силовых тренировок с 2011 года, и вы всегда можете обратиться ко мне в личные сообщения за помощью с составлением индивидуальной программы тренировок и питания. Заходите и читайте десятки отзывов на моем сайте, и узнайте там подробнее, что вас ждет. Моя обратная связь, корректировки техники, подробный расписанный план тренировок по дням с видеопримерами. Ссылка в закрепленном комментарии. Первый пример атлетов, блогеров — это Гога Тупурия и Виктор Блуд. Я замечал, что в одном из видео перед сложными силовыми комплексами с гирей они говорили, что оба не любят делать общую разминку и разминаются, так сказать, по ходу.
При этом стоит подчеркнуть, что они оба согласны, что нужно делать плавное повышение весов и сложности движений. И это может хоть как-то заменить разминку. От себя скажу, что если тренировку на турнике и брусьях я делаю лесенкой, то есть плавно повышаю количество или веса, то тут уже разминка действительно пройдет, пока мы будем наращивать по одному повторению в каждом подходе. А вот еще примеры противоположных медийных атлетов, профессионалов, которые разминаются и делают подготовительные упражнения по целых 30-60 минут. Это Евгений Лось, Виталий Фищук, Вадим Олейник. У кого-то тренировки столько идут. Потом, если взять профессионалов из футбола, кроссфита, олимпийских видов спорта, там просто исключено отсутствие разминки. А кому же обязательно нужна разминка? Тем, у кого уже были травмы. У меня как-то были определенные проблемы с плечом, локтем, теперь я регулярно дополнительно разогреваюсь с резинкой и больше времени им уделяю. А насчет повреждений без разминки, то у меня давно были случаи попыток без разминки силовых элементов, типа передней висы и стойки на руках. На тот момент я их уже умел, просто на протяжении дня делал попытки и не разминался. Но до одного прекрасного момента. Также, думаю, многие замечали, что на основной тренировке вы можете показать лучший результат во втором, а то и в третьем подходе, потому что первые были как бы подготовкой. И на соревнованиях, часто там, где несколько попыток, атлеты показывают лучшие результаты не в первом подходе. Вопрос касательно бесполезной траты времени на разминку, надеюсь, у многих отпал. Но как же правильно делать разминку перед тренировкой? Давайте на примерах рассмотрим комплекс общей разминки на все тело, технику и сколько чего делать. В интернете много непроверенной информации о тренировках и часто недостоверной. Если вас интересует собранный в одном месте, проверенный годами материал, где описаны практичные вещи по тренировкам, мои ошибки с 2011 года и приведены примеры плана питания, а бонусом большое руководство по увеличению подтягиваний, то я подготовил для вас электронную книгу. Отправляю каждому за поддержку донатом на удобную вам символическую сумму. Ссылка в закрепленном комментарии. Во время разминки и после нее вы точно не должны быть уставшим. Итак, начинаем сверху вниз. Шея. Рекомендую исключать круговые движения ввиду их большой травмоопасности. И это не только мой опыт. Хоть и, например, для борцов это уже будет обязательная часть программы. Достаточно аккуратных поворотов влево, вправо, наклонов вверх-вниз и в стороны. По 3-5 раз в каждую сторону. Опускаемся ниже. Плечи. Вращение делаем в 3 кругах. Сначала рисуем в воздухе большой круг. В одну сторону раз 5-7 и в другую. Далее чуть меньше круг. И в завершении вращаем в короткой амплитуде. Тут уже точечно работают плечи и делаем такие короткие вращения в 3 плоскостях. Руки в стороны, руки направлены вверх и с наклоном корпуса, руки направлены вниз. Это я уже давно подсмотрел у спортивных гимнастов. Также олимпийский чемпион на кольцах Юрий Ван Гелдер практикует вот такие вот вращения в плечах перед собой. Дальше. Руки впереди корпуса и делаем мельницу, в каждую сторону по 10 раз. Опускаемся ниже, к локтям. Аккуратные вращения согнутых рук перед собой, туда и назад, 7-10 раз. Теперь кисти. Здесь мы делаем 2 упражнения. Вращение рук в замке по 8-10 раз в обе стороны. А также делаем обратный замок и аккуратно разворачиваем кисти. В одну сторону и в другую. Теперь делаем развороты корпуса и разводим руки в стороны. Включаем в работу грудные мышцы, пресс и таз. По 8-10 раз. Чтобы разогреть мышцы пресса, мы делаем попеременные отведения назад противоположных рук и ног. Каждую сторону по 10 раз. Тазобедренный сустав. Вращаем таз в одну и в другую сторону по 10 оборотов. Тут не нужно прямо изгибаться всем телом. Работает только таз. А также делаем 5-7 наклонов вперед, назад и влево-вправо. Тут работает и спина, и пресс, и таз. Дальше, придерживаясь за опору или без помощи, делаем вращение бедра в одну сторону и в другую по 5-7 раз. Спускаемся еще ниже, колени.
тут будет вращение вот в такой вот забавной позе в обе стороны по 10-12 раз. Также можно отдельно вращать по одной ноге, подняв ее вверх. Но хочу отметить, что в последнее время я все чаще слышу мнение специалистов об этих упражнениях, как нерекомендуемых для колен. У тех, у кого есть проблемы, их лучше заменить выпадами в сторону и вперед с переножками. И, наконец, голеностоп. Делаем как вращение, так и можно наклоны в разные стороны по 12-15 раз. Дополнительную разминку я провожу еще с резиной. А если нет времени, то лучше полноценная разминка и короткая тренировка, чем наоборот. Согласны? А часто ли вы пренебрегаете хорошей разминкой или делаете все регулярно и тщательно? Пишите. Также я размещу расширенную версию этого сюжета с нераскрытыми вопросами в телеграм-канале Владарович. Там активный чат атлетов для общения и регулярные мои статьи. Ссылка в закрепленном комментарии. А сейчас подписывайся, жми лайк и выбирай плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович.